Привет, поклонники Лего и любители скорости! Сегодня я покажу вам невероятный белый шедевр. Крутой набор за приемлемую цену. Здесь вы узнаете о скрытой функции под названием катапульта. Сможете самостоятельно отрегулировать механизм открывания дверей и научить этому других. Посмотрите, как выглядит автомобиль в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что у гиперкара практически нет недостатков, эта тачка является одной из лучших в этом масштабе. Знакомьтесь, 42184 Koenigsegg Jesko Absolute, суперскоростной гиперкар. На коробке представлены логотип лицензионного партнера, основные функции, технические характеристики и внешний вид прототипа. Модель оснащена дифференциалом и V-образным движком. Фото колеса в реальном масштабе. В набор входит 801 деталь, 7 пакетов с номерами и лист с наклейками. Инструкция по сборке. На последних страницах мы увидим фото модели в сравнении с прототипом, дублирование картинок задней части коробки и результат сборки модели. Список всех деталей. В первом пакете нахожу длинную зубчатую рейку. Она соответствует по размеру балки длиной на 13. Первый этап начинается со сборки рамы автомобиля. Обращаю внимание на красные пины. Возможно, здесь будет упор какого-нибудь рычага, как это было в комбайне 42168. Но здесь у них может быть другое назначение. Установил механизм рулевого управления, и теперь стало понятно, что эта длинная зубчатая рейка предназначена для чего-то другого, но точно не для рулевого управления. Также у меня начали появляться вопросы. Нафига на раме автомобиля использовать яркие салатовые детали? А вот систем деталей, интегрированная в конструкцию из Lego Technic, я приветствую. Считаю, что инженеры Lego и далее будут развивать это направление. Это результат первого этапа сборки. Во втором пакете хочу отметить вот эти детали. Серые – это щеки коленвала, желтые – шатуны, черные – поршни. Из серых деталей соберу коленчатый вал для V-образного 8-цилиндрового двигателя. Необходимо строго следовать инструкции и обращать внимание на монтажные метки. Очень важно собрать коленвал в соответствии с фазами газораспределения, как в настоящем автомобиле. Как только кошка завладеет деталями, единственный способ вернуть их – это прибегнуть к хитрости. Только в процессе сборки можно увидеть все тонкости кривошипно-шатунного механизма двигателя. Моя первая встреча с мотором подобной конструкции произошла во время сборки мотоцикла Kawasaki. У него были те же детали, но двигатель был рядным, 4-цилиндровым. В этой же модели мы видим V-образную восьмерку. Закрепляю двигатель на раме автомобиля. Для этого предусмотрены специальные коннекторы. Далее я устанавливаю дифференциал, который служит для передачи вращательного движения на колеса. Но так как двигатель фейковый, то в данном случае получается наоборот. Колеса передают вращение на двигатель. То же самое происходит и в жизни, если вам нужно завести двигатель с толкача. Обратите внимание, что этот синий пин обеспечивает фрикционное вращение. Собираем механизм, синие и салатовые детали которого являются ограничителем вращения серой оси. Перед установкой надо выполнить требования инструкции. Обратите внимание на углы взаимного расположения деталей. Смело прикладывайте к чертежу и проверяйте. Устанавливаю механизм на раме автомобиля. Он очень интересный, поэтому покажу все моменты достаточно подробно. Это нужно знать, чтобы иметь возможность вносить коррективы в будущем. Более того, даже если вы сделаете все точно по инструкции, это не гарантирует правильной работы механизма. Вероятность того, что вы сделаете все правильно, составляет 50 на 50. Таких механизмов в автомобиле два. Оба работают независимо и являются устройством открывания дверей.
Это результат второго этапа сборки. Сиденья оригинальной конструкции выполнены из панели салатового цвета. В таком случае я согласен на цветные коннекторы, которые были на раме. Возможно, они пригодятся в будущем, но у меня вообще нет салатовых деталей. В каком наборе много деталей такого цвета? Посоветуйте, что купить. Эти красные пины являются опорой блока цилиндров двигателя. Благодаря им двигатель будет надежно закреплен на раме автомобиля. А вот и зубчатая рейка для рулевого управления. Она имеет составную конструкцию. Это необходимо для того, чтобы ее можно было разместить на своем месте в рабочем положении. Теперь рулевая система собрана и работает правильно. Хотя рейка все еще может выскользнуть из зацепления, конструкторы Lego предусмотрели упоры, которые позволяют рейке скользить как по направляющим. Такой тесак – мечта любого шефа на кухне, но в этом наборе мы его используем как спойлер. Принимая решение о покупке данной модели, я также учитывал цвет. Я решил расширить коллекцию белых деталей для технического творчества. В 2024 году появилось много наборов с белыми деталями. А эта систем-деталь по цвету напоминает мне Land Rover Defender серии Icons. Похоже, что Lego намекает мне на покупку этого набора. Эта деталь, напоминающая антенну, служит подпоркой капота двигателя. Результат третьего этапа сборки. Приборная панель автомобиля изготовлена из систем-деталей, но это не проблема. Проблема в том, что она закреплена на 2 пина. Это очень ненадежно. Здесь крепление на 3 пина, но все равно отваливается. Задний спойлер выполнен заодно с элементом, похожим на глушитель выхлопной системы. Этот элемент боковой поверхности автомобиля выглядит очень круто. Все это благодаря сочетанию системных и технических деталей. Результат четвертого этапа сборки. На этапе сборки я обнаружил обалденную скрытую функцию. Очень прикольно катапультировать чувачка. Но если у вас нет чувачка, то можно катапультировать руль. Или вот эту деталь. Она все равно отваливается во время сборки. При откидывании назад автокресло цепляется за салатовую деталь. Происходит щелчок, который является источником энергии для запуска катапульты. Принцип работы прост, но есть один нюанс, о котором я расскажу вам чуть позже во время установки двери. Кто бы сомневался, что на 5-м этапе не будет систем деталей. Их здесь много. Это не какой там не хвост. Эта часть самолета называется киль, если она стоит в вертикальной плоскости. Если детали стоят горизонтально, то эта часть называется стабилизатор. Бывает хвостовое оперение V-образное. В нашей модели эта деталь будет играть роль аэродинамического спойлера, обеспечивающего путевую устойчивость автомобиля на больших скоростях. Тем более, что гиперкар может летать на скорости 500 км в час. Эти два прекрасных спойлера находятся на фантастическом капоте двигателя. Конструкция капота уникальна. Сборка этой части автомобиля заслуживает отдельного видео, а пока наслаждайтесь общим обзором и рассмотрите его со всех сторон. Обратите внимание на поворотный узел капота, его конструкция обалдительная. Как только вы увидите, как закрывается капот автомобиля, вам захочется вернуться сюда и посмотреть, как работает этот шарнир. Устанавливается капот очень просто. А это результат 5-го этапа сборки. Если вы видите, что вам не хватает одной белой детали, не паникуйте. В маленькой упаковке есть пара. А мы продолжаем сборку этого замечательного автомобиля. Еще один шедевр совместимости системных и технических деталей.
Очевидно, что совместное использование деталей дает свои результаты. Посмотрите, как выглядит дверь автомобиля в разных исполнениях и найдите одно отличие. Настал долгожданный момент установки двери и проверки работоспособности чудо-механизма. Но что-то пошло не так. Быть может, Лего хочет научить нас азбуке Морзе? Или выучить пионерский марш? Вполне возможно, что я деформировал ось при игре в катапульту. Но нет, с осью все в порядке. Теперь стало понятно, что косяк допущен при сборке. Методом научного тыка я выяснил, что эта черная деталь упирается в балку и не дает двери встать на место. Для правильной работы механизма надо обеспечить вот такой зазор между черной деталью и серой балкой. Это можно сделать двумя способами. Первый способ – варварский. Смотрите, изначально нет никакого зазора. Я не рекомендую этот способ, но покажу его для расширения вашего кругозора. Увеличиваю зазор между черной шестерней и рейкой. Прикладываю вращательное усилие на ось. Слышим щелчок. Эта шестерня сдвинулась относительно неподвижной рейки на один зуб, обеспечивая необходимый зазор. Посмотрите, в механизме правой двери есть зазор, а в механизме левой двери зазора нет. Если зазора нет, дверь не встанет на место. Там, где есть зазор, дверь закрывается нормально. Второй способ имеет инженерный подход. Чтобы обеспечить зазор, надо перекатить шестерню на один зуб. Спичка поможет выдержать необходимый размер. Устанавливаю шестерню бежевого цвета таким образом, чтобы крестообразное отверстие смотрело вверх. Далее аккуратно устанавливаю синюю и салатовую деталь. Проталкиваю ось далее и проверяю наличие зазора. Зазор обеспечен. Вот так выглядят зазоры на обоих механизмах. Устанавливаю дверь и проверяю работу механизма в целом. Дверь садится на свое место, как положено. Механизм работает четко. Катапульта при открытой двери не будет работать, но вы не расстраивайтесь, она будет работать при закрытой двери. Продолжаю установку декоративных панелей на корпус автомобиля. И в этот раз систем деталей значительно улучшает внешний вид. Систем деталей эффектно закрывает щели, открывая новые перспективы для строительства в Lego Technic. В этой арке все хорошо, кроме синих пинов на белом фоне. Результат шестого этапа сборки. Фрагмент крышки багажника на 100% изготовлен из системных деталей, которые очень хорошо сочетаются с техническими. Крыша кабины повторяет успех крышки багажника и выглядит идеально. Передние стойки кабины закреплены на честном слове, а задняя часть капота двигателя крепится всего на двух пинах. Простое съемное устройство под названием Hog управляет поворотом колес. Диски имеют одинаковый диаметр, но разную ширину. Соответственно, и шины имеют одинаковый диаметр, но разную ширину. По форме и размеру колеса полностью совпадают с колесами багги 42-164. Точно так же на багги передние колеса узкие, а задние широкие. Размер переднего колеса 43,2 на 14, размер заднего колеса 43,2 на 22. Установка колес является заключительным этапом сборки всего набора. Это результат седьмого этапа сборки. Машина получилась с красивыми внешними формами и замечательными механизмами. Без наклеек машина выглядит простенько, но на моем канале есть возможность сравнить, как выглядит гиперкар без наклеек и с наклейками. С наклейками модель выглядит чуть-чуть красивее. Очень хороший эффект наклейки дают на арках передних колес из-за того, что на них нарисованы фары. Также наклейки играют важную роль в мелочах. Шикарно выглядят колпаки задних колес и отделка капота двигателя.
с будущим намеком на автомобиль охотников за привидениями в моих будущих обзорах. Очень круто с наклейками смотрятся автомобильные кресла. Именно сейчас вы это можете наглядно сравнить, хотя в собранном виде кресло сложно будет рассмотреть. Но вы, как и я, можете собрать модель без наклеек, а потом при необходимости наклеить их. Важную роль в дизайне автомобиля играют системы деталей. Они закрывают все щели, которые неизбежно получаются при сборке технических деталей. Без систем деталей невозможен прекрасный дизайн этого автомобиля. И мне невероятно повезло, что моя первая тачка, которую я собираю в Lego Technic в таком масштабе, это именно этот гиперкар 42184. Я восхищаюсь внешними формами этого автомобиля, все продумано до мелочей. В дальнейшем я продолжу делать обзоры тачек новых и старых наборов в этом масштабе. Так что не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Эта модель не только имеет идеальную форму для своего масштаба, но и очень крутые функции. Давайте перейдем к обзору этих замечательных особенностей автомобиля и его удивительных механизмов. Ходовые качества нормальные. Машина движется очень плавно по ровной поверхности. Фейковый 8-цилиндровый двигатель никак не мешает движению автомобиля благодаря новой конструкции кривошипно-шатунного механизма, который был впервые представлен в 2024 году на Кавасаки. Радиус разворота большой, так как колеса имеют небольшой угол поворота. Управление осуществляется вручную с помощью ХОК. Система рулевого управления имеет очень простую конструкцию. Большим преимуществом этого автомобиля является дифференциал. В модели он передает вращение на коленчатый вал двигателя. В реальном автомобиле все происходит наоборот. Вращение от коленчатого вала передается на колеса через дифференциал. Изюминка этого набора является механизм открывания дверей. Он очень крутой и, можно даже сказать, фантастический. Обратите внимание, как идеально закрывается дверь. Она не трясется и не пружинит. Все происходит так, как задумал дизайнер. Дверь четко садится на свое место. Правильная работа механизма обеспечивает нормальное закрытие двери. Если наблюдается такой вот пружинящий эффект, ничего страшного. Вы просто допустили ошибку при установке механизма. И это можно легко исправить на уже собранной модели. Вернитесь к шагу сборки номер 6 на моем видео, используя тайм-коды в описании. Там вы найдете секретную информацию о том, как правильно отрегулировать двери в этом наборе. Легко запомнить, что капотом называется та часть автомобиля, которая находится над мотором. Крышка багажника самопроизвольно фиксируется в верхнем положении. Но это только вершина айсберга. Настоящее волшебство начинается, когда вы смотрите на капот. Плавность движения капота обеспечивается вот этим шарниром. В верхнем положении капот удерживается при помощи подпорки. Зеркала заднего вида имеют возможность вращаться и регулироваться по высоте. На этапе сборки я обнаружил скрытую функцию катапульта. К недостаткам я отношу несоответствие оттенка белого цвета на наклейках и пластике. Но похоже, что на это Lego уже давно забило. Ведь если уменьшить освещенность, то будет выглядеть вполне приемлемо. А вот синие пины меня уже зауколебали. Могли бы сделать хотя бы черные или серые, ведь это гарантированно ходовой цвет. Все остальные недостатки можно считать как производственную необходимость, либо конструкционные особенности, связанные с применением систем деталей. Но я думаю, что рано или поздно Lego найдет способы закрепления систем деталей в более надежном варианте. В любом случае, играть с этой машиной нужно осторожно, иначе все эти детали будут утеряны. По сравнению с другими моделями Koenigsegg выглядит отлично. Несмотря на то, что эти обе модели имеют дифференциал, оранжевый корвет
значительно уступает по функциям белому гиперкару. Я бы сказал, что гоночные автомобили 2024 года и белый красавчик смотрятся нормально и не уступают друг другу по внешнему виду. Особенно мне нравится багги 42164. Корректно ли сравнивать с мусоровозом? Думаю, что да. Модели имеют уникальные механизмы, о которых мы узнали в 2024 году. В целом, этот год порадовал нас хорошими наборами. А чтобы быть в курсе новых обзоров, подпишитесь на мой канал, напишите любой комментарий и поставьте лайк. Увидимся в следующих видео.